Александр, давно не виделись. Говорим. Как дела, как настроение? Нормально. Но у Кэшбери сейчас дела лучше, наверное, или хуже. Вот сейчас ты на этот вопрос, собственно, и ответишь, мой друг. Ребят, приветствую. Мы, как всегда, на канале Money to Startup, стартап и технологии с Александром Данильянц. И, как всегда, наш рубрикант Илья Ильинский, криптоэксперт, блокчейн-эксперт. И мы говорим сегодня о Кэшбери. Да, мы говорим сегодня о Кэшбери, хотя Кэшбери не имеет никакого отношения к блокчейну. И, в общем-то, и к сфере криптовалют не имеет никакого отношения, чему я очень рад. Вот. Но тема интересная. Вот. Ну, например, насколько мне известно, и как я прочитал в одной статье, что автором гимна Кэшбери является компания Кэшбери Николай Басков. Ну да. Расскажи изначально, чем Кэшбери занималась? Не все знают. Кэшбери — это, значит, компания, которая заявила, там появилась, там, не знаю, год назад где-то, они заявили о том, что мы инвестируем в МФО, да, в микрофинансовые организации, мы выдаем кредиты там, через МФО партнеры. То есть мы берем деньги у вас, несите нам деньги, ну, собственно, это основное, чем занималось, да, то есть, но все говорят, что, конечно, финансовые пирамиды, я думаю, да. Вот, соответственно, брали деньги, и потом, как они утверждают, мы передаем их микрофинансовым организациям. Действительно, микрофинансовые организации и коллекторские агентства — это выгодный бизнес в России, да, я думаю, там, те из вас, кто брали кредиты, в общем, и те, у кого друзья брали, в общем, мы все это знаем. Да. И якобы отдавали деньги в МФО. Но на самом деле никаких признаков того, что компания работала с каким-то МФО, нет, кроме пары микрофинансовых организаций на сайте, одна из которых там уже прекратила свою деятельность, а вторая с нулевыми абсолютно объемами. Вот. То есть, по факту, да, это финансовая пирамида, которая собрала, ну там, есть лондонская компания Кэшбери, их несколько зарегистрированы в Британии, все зарегистрированы на имя Артура Варданяна, при этом разных Артуров Варданянов с разной транскрипцией и разных годов рождения, там 80-го, 81-го, 83-го. Но в любом случае, вот последняя компания, которая была недавно зарегистрирована, у нее установлен капитал $1 миллиард. Вот. Если не ошибаюсь, возможно, фунтов, вот, я не помню, честно скажу, скорее всего, фунтов. Ну вот, то есть, и вот где-то до этой суммы было собрано, вероятно, компанией Кэшбери, ну, очень возможно, и в основном на пространстве СНГ. И известные люди, звезды, вот такие как Николай Басков, Валерий Меладзе, получается, что да, они как-то с этой компанией взаимодействовали. Николай Басков называют автором гимна Кэшбери. Валерий Меладзе выступал на юбилее компании. Сейчас уже в открытую, да, недавно было заявление Центрального банка, ЦБ, да, о том, что это пирамида. Вот так. Но при этом, что интересно, юридический казус, что поскольку как бы деньги принимаются, там вот такая какая схема. Есть компания головная, которая в Британии. Есть компания российская занимается привлечением средств в британскую компанию. Как агентская деятельность, получает 2% за это. Если не ошибаюсь, это привлеченных средств. Таким образом, получается, что обязательство несет эта британская компания. Соответственно, по российским законам особо как-то деньги там отобрать у Кэшбери, вернуть вкладчикам юридически затруднительно. Вот такая ситуация. Наверное, Саша, да, ты тоже слышал про это заявление Центробанка, ты хотел вот его обсудить или что-то еще? Ну да, я хотел обсудить, собственно, чтобы ты дал оценку свою этому проекту, вот, и прояснил ситуацию, собственно, с твоей точки зрения.
Да, ну, я уже сказал, это финансовая пирамида. Смотри, На мой взгляд, это финансовая пирамида. они использовали блокчейн или нет? Нет, они не используют То есть блокчейн. это по сути, почему слабо? Ну, потому что... Кинул бы тень на блокчейн? Да, потому что и так... Мне кажется, по количеству скамовских проектов 90% ну, уже никакая тень на плетень только может быть. Вот, потому что ну, количество проектов скамских очень высокое, фродовских. Фродовских как раз... Ниже? Да, скажем так, да, там... все-таки именно проектов... Просто умысел сложно доказать, поэтому фродовских меньше. А если можно было умысел доказать, как мне кажется, моя точка зрения, да, а если можно было доказать умысел, что все-таки проект изначально создавался, то ну, часть из них, Паша, было бы чистый фрод. Ты так не думаешь? Не, я думаю, что, конечно, есть такие проекты, но это там не 90, не 50%, даже, я думаю, не 30, где-то, не знаю, я думаю, 10-20%. Моя оценка. Вот, в любом случае, к блокчейн-индустрии Кэшбери не имеет отношения. Ну да. Вот, это просто финансовая пирамида, да, которая, не знаю, век глобализации, там, потому что легко переводить деньги, этим пользуются, в том числе и пирамидчики. Вот, Кто были основной аватар, собственно, который внес деньги, вкладывал в них? Хороший вопрос. Хомячок. Говорят, что в регионах больше, что больше люди из регионов. То есть богатые регионы российские. Да. С другой стороны, как и другие, да, пирамиды. Пирамиды, в принципе, на просторе СНГ, ну, они всегда были, ну, вот как развалился СССР, уже первые пирамиды появились очень быстро, там где-то года с 93-го, 94-го. Ну вот, ну и если брать там нулевые годы, то, короче, есть люди, которые специализируются на привлечении людей, вложений в пирамиды. Комьюнити-менеджер. Так называемый. Или нет? Нет, это называется MLM-щики, да, и, кстати, именно из-за таких людей и таких организаций, в принципе, хорошая тема MLM, когда вы там, как вот с компанией Amway, например, или вот с компанией Vivasan, там я взаимодействовал в свое время, когда хорошая тема, то, что людей мотивируют на продажи продукции разные за счет процентов и на создание структур. В общем, какая-то хорошая, честная и реально социально эффективная тема. Не случайно Дональд Трамп рекомендовал как раз в сетевую организацию пойти. Ну, вот. Не Дональд Трамп, Роберт Кийосаки, мне кажется. Дональд Трамп тоже. Тоже, да? Ему задали вопрос, что бы вы сделали, если вам пришлось все начать сначала. Он сказал, я бы пошел в хорошую сетевую компанию и поработал бы там. Научили продавать. Да, видимо, да. То есть это школа, это сразу школа бизнеса, как бы по нескольким направлениям. Так вот, эта хорошая тема, она дискредитирована довольно сильно всякими пирамидосами, которые тоже используют схему, к сожалению. Вот. И вот фишка тут в том, что вот MLM-щики, которые занимаются вот этой деятельностью, они просто перебегают из компании в компанию. И их, это может быть ты, Александр, знаешь почему, там как человек, который юридически там хорошо подкован, да, их невозможно как-то привлечь. То есть получается, что просто компания зарегистрировала там какой-то офшор, она приняла деньги, закрылась. Вот, люди, которые привлекали туда деньги, они как бы не при делах, и они переходят в следующую компанию. И так постоянно. Ну, тут вопрос такой, как просто если занимается компанией или объектом, вот, то его как бы, собственно, могут привлечь. А если не занимается никто, он как бы это, то есть люди переходят, но люди перетекают просто из одной компании в другую, они просто по трудовому договору, или как это будет привлечено, да, то есть какой-нибудь там договор там был, какой-то вид трудового договора, вот, их связывал, вот, либо вообще не было договора. Да, чаще всего никаких договоров. Соответственно, для того, чтобы доказать там факт мошенничества, там нужно будет, соответственно, помимо того, что там всякие там свидетельские показания, нужно еще и, собственно, фактура какая-то, да, а фактуры нет, вот, никто же не записывает там, какие там, вводили ли они в заблуждение людей, и требовали ли они какие-то там деньги, и не требовали, а, так сказать,
предлагали то, чего нет, за определенные деньги, да, то есть по сути это мошенничество, вид мошенничества, то есть заведомое введение человека в ложные факты там, или ситуации, обстоятельства. Поэтому это очень сложная история. Как правило, занимаются там, MLM в нашей стране люди после 40, что интересно, как правило, но не всегда. Вот. И они просто там часто покупают сами на свои деньги товары, вот, и начинают распространять. Первые жертвы они. Вот. Но это немножко другая история. Кэшбэри все-таки там модель другая, классическая. Да, а какая, я, кстати, не очень нравлюсь, как распространение было организовано? Ну, смотри, тут вопрос в том, что классическая модель, она предлагает продажу товара, людям. То есть они должны купить, я потом понял. распространять. Этого не было. Да. Само собой, да, естественно, этого не было. Продавалась как бы финансовая услуга, типа несите нам деньги, мы вам дадим больше, да, естественно. Поэтому... Но мне кажется, вот самое главное, что можно сказать со всей очевидностью, да, то что после того, как Центральный банк публикует вот такого рода вещи, это как бы, это вот удар, да, там, по пирамиде, и поэтому я думаю, что, я не знаю, как сейчас там выплачивают Кэшбэри деньги, но в ближайшее время это прекратится, там, до конца года, это просто 100%, поэтому, да, вот самый главный совет, если кто-то реально из вкладчиков Кэшбэри нас смотрит, если еще есть такая возможность, я не в курсе, то, конечно, забирайте свои деньги. А лучше вообще не вкладывайтесь в пирамиды, а вкладывайтесь только в хорошие ICO и криптопроекты и в серьезные финансовые услуги, которые надо проверять. Мне кажется, что центральные акции одно из самых таких, чтобы я советовал, вкладывать в акции. Я вот простому обывателю не советовал в акции вкладывать, простому, потому что это все-таки сложный инструмент, вот. Но с другой стороны, если в нем разобраться, то да, конечно, он очень эффективный. То есть брать голубые фишки какие-то, просто держать в них, но на самом деле инструментов намного больше интересных, поэтому каждый решает сам, что использовать. Ребят, спасибо, что были с нами. Илья Линский, Александр Гумилянц. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Мы будем продолжать делать касты для вас. Спасибо. Да, спасибо. И не забывайте советовать новые темы, если вы хотите, чтобы мы поговорили о чем-то конкретно, сделали обзорчик какого-нибудь проекта, желательно не такого, как Кэшбэри. Мы с удовольствием. Спасибо.